Всех приветствую, канал РТС Сибирь, работа глазами водителя, ВИКС 5, транспорт логистики. В общем, буду сейчас регистрироваться на рейс, который у меня будет сегодня с 10 вечера загрузка, и поеду пару магазинов. Выгрузить надо будет самостоятельно. Вот. Снег был, растаял. В общем, погода сейчас такая. В общем, может ночью снег выпасть, утром полежать, а в течение дня начать таять. Вот, значит, два магазина, оба будут БКПшные, это значит самовыгрузка. Надо будет мне, если, конечно, там, как вот оно бывает, подъезжаешь, вроде как самовыгрузка, люди, если бывает, сами выгружают. Вот, ну а так, если по бумагам, по программе, вот я сейчас посмотрел, то выгружать должен я буду сам. Вот, так, значит, что сейчас я делаю? Лист, всегда лист. В общем, сначала регистрируешься, надо зарегистрировать рейс. То есть он как бы есть в программе, но тебе надо подтвердить, что ты типа готов его выполнять, этот рейс. Типа ты как бы прибудешь к указанному времени, даешь этим понять. Вот. Лист этот получаю я у охраны на КПП. Вот, я сейчас подъехал к КПП, я сейчас в программе зарегистрируюсь и пойду к охране, заберу этот лист. Ой, блин. Ну что, поехали на загрузку. Капец, что-то здесь народу много, вообще прям на базе. Не выгрузил я вторсырье, потому что тут такие все машины большие, не дождешься. Поэтому в крайнем случае, в общем, такая ситуация, как бы, если мест немного вторсырья, то там вот где загружают, там могут и выгрузить это вторсырье, забрать. Ну, все зависит от грузчика, конечно, если у него желание появится. Не, а так он может скажет, ну давай выгрузишь и подъедешь, как бы, если такой вариант. Путь из точки до вечности, слова не считаются. Болезнь безупречности, от нее избиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки. Как классно два магазина катать. Всегда бы катал бы. Один мало, два в самый раз. Так, вроде бы все нормально. Вроде бы все криво, кверх ногами, как обычненько. Шутка. Да не, нормально загрузил. Все четко. Выйдешь на улицу, маленечко хапнешь холода, в кабину садишься, фена хочется включить. Так постоянно. Фен включил. 2 минуты 3
жарко, хочешь вырубить. Короче, погода сейчас такая. Обстановка в кабине такая нестабильная. С этими пломбами надо быть очень осторожными. Это самое важное, чтобы при перевозке здесь проверяют очень прям, особенно на выезде. Алло. Вечер добрый. Это 0,62 весы проехал. Спасибо. Все ненормально, перегруз. Едем отгружаться. Вот, я про вот эти знаки говорил в прошлом видео. Вот, видите, вот он устал, ему надо поспать. Видите, он наклонился. Сейчас еще тут было парочку. Поверните налево. Но я думаю, долго это угадывать не придется, кто эти знаки это от солнца закрывал днем, чтобы им крепче спалось. В общем, до места назначения, до первого магазина 44 минуты, 32 километра. Да, я буду сегодня маленько с линцой, потому что я только вышел опять после выходных, расслабился. Оно как бы так вот интересно получается, с выходных выходишь, наоборот, как бы и отдохнул вроде, и классно, и здорово, даже и по работе соскучился, мне как бы хватает 5 дней отдыха, но при этом все равно вот эта лень какая-то. Обгоняйте меня, обгоняйте. Наконец-то. Я так рад, что они меня обогнали. Да, кстати, я на выходных был, тут ребята скриншотик присылали. Где-то вот в этом районе, где-то вот здесь справа, там вот где деревья, а вот, по-моему, прям вот площадка. Грузовик улетел в кювет. Сегодня гололед был рано утром, но, видать, не справился с управлением. Сейчас дорога сухая, все нормально. Но сейчас будет по утрам, если гололед, ну, как бы снег, если будет выпадать, то будет гололед. Поэтому надо быть аккуратным в этом плане. Ну, работаю я не первую зиму, а ту зиму. Я с зимы, так сказать, почти начинал. Ну, чуть пораньше. Ну, самую зиму пережил. Вот. Поэтому будем вспоминать зимние ситуации и стараться как бы не попадать в них. Ну, я имею в виду какие-либо такие неприятные ситуации.
правилам. Свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами. Все, о чем я молчал, превратится в слова в первый день осени. Во мне просыпалось желание жить в первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени. Как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить, любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми. Каждый раз, когда наступает на нас первый день осени, во мне просыпалось желание жить в первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. О ком-то забыли, кого-то нашли, кого-то мы бросили. Но я выбираю любовь в первый день осени. Просыпалось желание жить в первый день осени. Но завтра нас просто может не быть под этими звездами. Блин, ну классно, классно. Зато есть что заснять, как бы. Постоянно приключения на моем пути. Что на этот раз ремонтирую? Именно на моей дорожке, куда мне надо ехать. Правильно, дорожку. Ё-моё, если они сейчас это не закатают, то завтра будет пробка здесь. Потому что завтра понедельник, день тяжелый. Вот видите, я говорил, да, я говорил, что есть черные грузовички, есть белые. Смотрите, вот знак, видите, белым грузовичкам налево можно ездить. Вот. А где в красном кругляшке черный грузовичок, значит туда нельзя черным грузовичкам. Вот. А Ховик, вот, Ховик белый, поэтому ему туда можно. И сюда ему можно. Вот. Видите, черным грузовичкам нельзя там ездить. Но у нас-то белый. Впереди железнодорожный переезд. Дыряво-колесный переезд. Неправильно, блин, надо ее перезаписать. А, подожди, я-то не смогу, у меня мужской голос. Надо женский голос найти, чтобы он перезаписал. Мы так кайфуем играть в паровозик. Даже ночью. Да, вот, блин, в городе так интересно работать. Вот работаешь, допустим, в будние дни, да, там движняк такой, напряг. Впереди железнодорожный переезд.
Потом думаешь сейчас, ой, выходные наступают, фартануло, у меня выпало пару деньков на выходные. И тут такая же и фигня. По-моему, разницы нету. На выходных бывает наоборот, а люди еще сильнее расслабляются и начинают таранить друг друга. Бывают такие глупые аварии и пробки еще хуже, чем в будний день. Да. Вот видите, снег лежит на машинах. Это, вот я говорю, он только растаял в течение дня. Я сегодня с утра дома просыпаюсь. Ну, я же только заступил. Вот. Дома-то с утра я был. В окно смотрю. Ого, думаю, нифига себе. Надо пойти снеговичка полепить где-нибудь. Думал, все, зима началась, блин. Нет, опять день наступил. Солнце яркое было. Опять все растаяло. Так много мыслей и слов. Но так мало зарядки в камере. Да, иногда приходится ограничивать себя, стараться что-то такое основное заснять. Из-за того, что приходит... Да, вот из-за тебя. Да, потом поверните налево, потом опять направо, потом налево, направо, потом прямо назад. Развернитесь, взлетите, нагнитесь, загнитесь, перелетите, перепрыгните, заткнись. Блин, почему, когда я говорю, она... Блин, ты... Расскажи анекдот лучше. Меня эта тетя иногда напрягает. Почему в ней много болтовни столько? Ну скажи ты просто поверните направо через 10 столбиков. Держитесь правее, а затем... Так вот, значит, к какому выводу я пришел? К самому важному. Если тебе скучно ночью в Новосибирске за машинкой 10-тонной, ну, тебе поговорить не с кем, и ты едешь, вот как я сейчас ночью на самовыгрузку, то включи Яндекс.Навигатор, включи голос какой-либо, может мужской, может женский, и заедь на площадь Труда на левом берегу. Вот. Ты столько всего выслушаешь, это так интересно. Поверните налево, направо, налево, направо, налево, направо, прямо, прямо, налево, прямо, прямо. Короче... Я, кстати, когда камеру вырубил, я еще минут 5 слышал эти повороты. Да, я что-то как бы... Ну, там по трассе надо было ехать. Я думаю, ладно, проедем-ка мы через город. Я же любитель по городам ездить. Ну да, мне нравится. Мне нравится вот это количество машин, вот эти светофоры. Да ё-моё, вот что ты делаешь? Смотри, что происходит. Он Через просто 600 метров поверните направо, а затем поверните налево. чудит, чувак, смотри. Он берет меня и справа обгоняет. При том, что я хотел сейчас вправо перестраиваться, благо я его в зеркало заметил. Никогда так не делаете. Справа нельзя машину обгонять. В городе, я имею в виду. На трассе там ситуация бывает, да, там, потому что по средней полосе двигается кто-нибудь, ты справа можешь ехать. И типа ты его обогнал. А не так намеренно в городе берешь и справа обгоняешь. Это большая ошибка. Потом не кричи, что тебя прижмут или задавят грузовые машины, потому что справа очень сложно иногда увидеть технику. Подъезжаю к Великой площади Карла Маркса на левом берегу в городе Новосибирске. Поверните направо, а затем поверните налево на площадь Карла Маркса. Здесь тоже он асфальт сбрили. Еще подняться надо. Да проезжайте, проезжайте. Пока я закарабкаюсь. Вот она, площадь Маркса.
Кстати, она уже такая в зимней атмосфере, да? Да блин, быстрее бы снег выпал и уже улягся, и все, и было бы классно вообще. Было бы здорово. Ладно, увидимся на магазине через 5 минут. Чё? Тупик, объезд. Не понял. Не понял, но не удивился. Что там, метеорит упал или земля провалилась? Что меня ждет на этот раз? Через 720 метров. Прикольно. Приятное совпадение постоянно. Именно на этой дороге, именно возле этого магазина падает метеорит. А, нет, смотри, тут вот закатана дорога. Тут, видать, его уже подняли. Да, кстати, по поводу съемки. Сейчас съемка, наверное, еще ограничится тем, что холод будет. Ну, вообще зима наступает, и очки будут замерзать. Поэтому я их не смогу часто вытаскивать на холод. В этом вся еще проблема. Ну, я постараюсь все равно некоторые моменты основные заснять. Ну, и имейте в виду, что некоторые кадры будут чисто прерываться из-за температуры, потому что очки созданы не для Сибири. Это явно. Вот он, магазин. Подъезжаю я к нему. Пока коллеги нету. Вот за вот этой вывеской надо мне сдать назад. Вы приехали. Вот сюда. Ага. Блин, тут еще надо немного дороги закрыть. Придется, наверное. Так, ладно. Фишка в том, что я не смогу полностью там ровно встать. Там надо это будет на бок парковаться. Сейчас надо еще прицелиться нормально. Еще какая особенность, когда начинаешь назад рулить, зад заносит из-за веса. Вот ты вроде думаешь, прицелился, попал в поворот, начинаешь рулить, его хлоп, тосканет куда-нибудь, не знаю. Это из-за того, что вес. Так, выравниваюсь. Вот в этот уголок надо попасть. Либо выровняться так, чтобы дорогу оставить. Так, что там, козырек нормальный? Все, вот так вот оставляем. Здесь смотрим, вот здесь ловим этот столбик. Чтобы промежуток между ним, чтобы борт лег. И маленько поближе по камере подкатываюсь. Смотрю, козырек. Все, этого достаточно. Ручник обязательно. Товарищ прям меня преследует. Ну да. Сейчас мне надо будет выгрузиться. Так, ну если что, буду молчать, буду просто работу выполнять, потому что, ну, человек не поймет, подумает, что я сам с собой разговариваю. Так, ну чё? В общем, ситуация такая. У меня 7 палетов, у человека 1 палет. Поэтому я уступил ему место, пускай он сейчас быстро его выгрузит. А мы спокойно выгрузимся потом еще. Я думаю, так будет правильно. Сейчас я ему дам ключ. Пускай магазин откроет. Я так понял, 1 палет просто, наверное, сюда не вошел. Они его решили отправить отдельно. Так. Поэтому я все-таки... Оно, нет, не оно. Сейчас я ему дам ключ. Увидимся позже.
Ну что? Все, он выкатил палет. Сейчас моя очередь. У меня 7 палетов сюда. Фух. Вот он, снег лежит. Было, конечно, я бы считаю, было бы неправильно, если бы он бы сидел бы, ждал, пока эти 7 палетов выкачу. Так, теперь надо попасть на исходную. Сейчас даже, кстати, я поровнее смогу подъехать. Вот с этого угла лучше заезжать. Стой. Также обращая внимание на окружение. Ну, в плане, если, допустим, место такое людное, где-то пивнушки рядом и все такое, то делаю вот так вот. Так, накладная. Кладу сюда. Сразу же, чтобы потом не забыть, печать. Обязательно. Ну, правило есть правило. По идее, пломбу же я сам буду срывать на следующем магазине. Но все равно я ее всегда записываю. Потому что вдруг там будет народ. И вдруг они захотят проверить. Правило есть правило. То есть в этом плане строго. Так, это сразу в сторону. Записал следующую пломбу, которая будет пломбировать. Ну, то есть вот эта пломба поедет на следующий магазин. Я потом запломбирую себе. Так, накладные сюда положу. Это документ уже на вторсырье. Вторсырье, вот оно. Надо будет его забрать. Так, сейчас я посмотрю. Угу. По идее, его можно выкатить. Обязательно надо запомнить цифры магазина. У каждого магазина свои цифры. Вот, они указаны на этикетках на каждом палете. Так, здесь 0,35. Я по 3 цифры всегда последние обычно запоминаю, чтобы другие палеты не выгрузить. Вот, какие еще особенности касаются машины? В общем, если поверхность плоская, то можно сделать... Сейчас я его выровняю. Можно даже чуть-чуть вот так вот. Да, блять, пульт еще почувствительнее был. Все, наклоны больше никакие не нажимаю. Он сейчас сам наклонится. Все, я его только вниз жму, он сам наклоняется. Это робот. Если же поверхность неровная, приходится самому поднимать, опускать. Вот как эта тема работает. Все, вот я просто вверх нажимаю. Все, опять опускаю просто вниз. Ну, понятно, короче, тут у Рохли поворот вправо плохо работает. Это надо тоже учесть, чтобы это сильно не танцевать. Чем хорошо, когда термобоксы в середине. Вот эти палеты, они хорошо будут вытаскиваться. Они не будут шоркаться об стрейджи. Так, 0,35 это раз, два. Все вот это все оно. Вот эти 3 сразу сейчас можно выдернуть. Сразу обращаю внимание, высота нормальная.
Вроде не закорененные, нормальные. Кстати, очки тестирую, я в холод не снимал ими еще. Я их уже покупал, получается, в теплое время уже. Так, ладно. Сначала вот этот правый заберу. Хотя, нет, давай левый, потому что здесь вот эти штуки сейчас. Лучше потом их уберу. Кстати, для чего вот эти картонки? Это подкладки между палетами, чтобы стреч не шоркался. Вот эти подкладываются. Вот из-за того, что руль не доворачивается, видите, не могу нормальный радиус взять. Это и есть проблема. Так, смотрю мешок, чтобы тоже совпадал номер. Да, бывают мешки и номер другого магазина. Стоять, что у него тормоза такие. В общем, еще какая особенность. То есть, как бы, ну, если чисто по-человечески, по-адекватному. Я, конечно, могу палеты, всякие вот эти термобоксы накидать как попало. Здесь пооставлять и уехать. Но я все-таки рассчитываю, чтобы человек смог, допустим, до раздевалки добраться, в магазин попасть, в туалет попасть, к столу попасть. Поэтому надо еще рассчитывать так, чтобы было место. Да, я тоже это учитываю. Не знаю, как другие, за других не говорю. Вот, а мне за себя говорю. Так, вот это холодильники. Логично. Термобоксы надо ставить тогда к холодильникам, наверное. Вот так, чтобы я смог потом выехать. Так, чтобы туда можно было пройти тоже, да? Все, проход есть. Я, конечно, могу туда его закатить, но потом тогда люди в раздевалку не попадут. Так. Значит, сюда я могу поставить еще один холодильник, получается. А вот сюда тогда буду составлять вот эти палеты. Тихо. Главное эту штуку не включить, я не знаю, она пресс или как он там называет. Так, надо к сигналке, чтобы было место пройти. Всё. Эту дверь сразу. Да нет, она мне не мешает. Вот сюда еще один палет войдет. Так, остается еще 4 палета. Вот эти 3, там еще где-то один. Термобокс позже тогда. Сейчас вот эти по краям заберу. Ну, у меня остается еще один палет. Мне надо будет вторсырье закатить и все.
Сейчас надо поворот взять. Сильно не гоняю, потому что они это... Встреч же маловато, все равно намотали. Ну, в общем, вот такая вот обстановка. Здесь 3 поставил, здесь 2 термобокса. Вот здесь, пожалуйста, можно пройти. Да, я раньше не говорил об этом, не показывал, что я сейчас стараюсь как бы расставлять. Сейчас решил этим поделиться. То есть не просто накатывая, а стараюсь сделать это так, чтобы было место. Все, вот сейчас сюда я поставлю палет. Сейчас надо будет развернуть его. Все. Проходы везде есть. Ну, как-то так вот. Ладно, увидимся в машине. Ну, вторичку я уж сам закачу. Вот забросил. Зафиксировал ее трубкой, чтобы не упала. Вот она пломба. Сейчас надо запломбироваться обязательно. Потому что разгрузка идет под камерой. Вот, если захотят, камеру посмотрят. Ага, пломбы нету, зашибись. То есть могут проверить, если захотят. Взял, записал, запломбировал. Все. Маленько руки заморал, бывает. Ну, напоминаю, я работаю не на самосвале. Просто некоторые думают, водитель грузовой машины, значит, должен быть грязный. Нет. Во-первых, мне приходится расписываться в документах. Вот. Допустим, в тот же магазин заходить, ключом открывать дверь. Там тоже документы трогать, ручку трогать. Поэтому руки все равно стараюсь держать в чистом состоянии, как бы протирая влажными салфетками. Ну и сам стараюсь выглядеть более опрятно, чтобы не быть поросенком. Так. Все, поехали дальше. Самое главное не забыть выставить сигнализацию. Ага, тут еще особенность есть. Снимись пока. Поэтому нельзя торопиться. Что, она закрылась, что ли? Да, она, по-моему, не закрылась. А, вот. Все. Сначала фиксировать надо двери. Приготовиться, чтобы ключ был на месте. Потому что времени дается немного. Пошла жара. Опа. Готово. Да, часто приезжает ГБР. Мы уже у них частые клиенты. Бывает такое, что ты вроде ввел пароль, а сигналка не снялась. И такое бывает. Ну а что в этом случае делается? ГБР-то еще как-то ладно. Вот. С ГБРом еще более-менее. Но если приедет Росгвардия, на некоторых магазинах Росгвардия охраняет магазины. Вместо ГБР приезжает. Вот эти ребята могут тебя еще и это поругать. И сказать, ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас тебя в отделение заберем, бандит ты такой. Так что дело такое. Еду через весь левый берег
по самому центру левого берега, так сказать. Сейчас он проехал кольцо, площадь Станиславского, там он ДТП. Время 00:51 минута. Даже и в это время аварии в Новосибирске бывают. Девушки тут на красный гуляют. Не боятся ночью проходить, да? В одиночестве, так сказать. До магазина 15 минут остается. А я еду не торопясь. У меня следующий магазин, я должен быть там в 2 часа, а мне ехать 15 минут. Поэтому время я в общем, как бы выиграл время, да. Вот. Ну, я не знаю, может, мне запасом время дали еще. Может, я не просто как-то не... Вот в этот раз я на времени вообще не заморачивался, потому что ночью работаешь, всякое может быть тут. Ё-моё. Что за мода пошла ходить в балаклавах, в масках. От кого прячутся, непонятно, да, по улице. Ну, в моих интересах, конечно, быстрее сделать работу и вернуться на базу, чтобы немного поспать. Чтобы потом... У меня на 6 утра еще рейс. Во-во-во, смотри, что происходит. Я понимаю, что он хорошо так разогнался и попал в момент зеленого света, но ты не забывай, что ты не один. Он берет и подрезает просто человека. А тот бы сейчас в него врезался, и все, и ДТП бы произошло. Помните, я вам вот буквально недавно говорил, что мне фартит? Вообще ништяк. Блять, там дорога перекрыта, здесь перекрыта. Короче, я не знаю, как мне к магазину попасть. Просто я не знаю. Это просто капец какой-то. Они и там перекрыли дорогу, они здесь перекрыли дорогу, они везде дороги перекрыли, блядь. Это вообще какой-то прикол, я не знаю. Я тащился, я, короче, там объехал перекрытие. Сейчас сюда приезжаю, здесь тоже перекрыта дорога. Это такая дичь вообще просто. Я вообще не понимаю, куда мне сейчас двигаться. То есть этот район получается полностью вообще перекрыт. Ну вот, пожалуйста, я сейчас потеряю сколько времени? Минут 20-30. Он меня тащит через частные сектора. Но я не поеду, потому что я там могу завязнуть. Вот знак, куда вот он меня куда-то туда тащит. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните направо. Не, бесполезно. Маршрут перестроен. Не буду я никуда поворачивать направо. Там он. Поверните налево. Они туда вот едут. Там... Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Вот он меня тащит сейчас туда налево, а там проезда тоже нету. Получается, там тупик, здесь тупик. Вот ты думай, как тебе проехать к магазину. Время 1 ночи. Отгадай загадку. Поверните налево. Да. Куда? Вот в эту в каталку. Через нее перепрыгнуть. Маршрут перестроен. Иди нахрен. Крутой поворот направо на Херсонскую улицу. Я сейчас это... Маршрут перестроен. Она меня сейчас задолбает, эта тарахтелка. Через 200 метров развернитесь. Я вот думаю, может ее Развернитесь. может тебя вырубить. Да, развернитесь. Все, я ее выключил, потому что мне уже как-то ее слушать надоел. Да, не всегда навигатор тебе поможет
там за херня? Блять, этому повороту я не знаю уже, не знаю. Наверное, год-два точно. До сих пор его не сделали, что ли. Это капец какой-то. Хотя нет, смотри. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Хотя залатали, повезло. Ну, два участка дороги, которые мне очень не нравились, их уже закатали, это уже радует. Семь минут до магазина. Поверните направо на улицу Забалоева. Время 1:17. Прямо 1 километр. В общем, что хочется, да, что хочу посоветовать людям, которые пользуются навигатором и ездят на машинах, больших машинах. Не слушайте, не ездите в частные сектора, в переулки. Старайтесь ездить только по главным дорогам. Ну, если, конечно, там у вас в частных секторах разгрузки нету. Подъезжая к магазину, сейчас буквально там через сколько тут расстояние? Ну да, он 500 метров показывает. Был я на этом магазине уже несколько раз, и зимой, и летом, и тогда я крыс снял на этом магазине, бегали там эти туда-сюда с утречка в теплое время, когда сейчас-то, наверное, они не будут бегать, холодно. Через 300 метров поверните налево, во двор, а затем поверните Бывает налево. место. Чего вы все ползете, ребята? Поверните налево, во двор, а Где затем нужно поверните быстрее налево. ехать, они ползают. Где надо медленно ехать, они там летают с 380. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, какие ямки тут начинаются. Обстановка по кайфу. Мы сегодня кайфуем. Вы приехали. Обстановка по кайфу. О, нифига. Бля, я думал, это куртка модная. А можно я передом заеду? Короче, вот она. Прелесть это. Пойдем заценим. Кстати, я говорил, что я ночью Бэтмен. У-ху! Не, ну может черный плащ, не знаю. Кто кому ближе знаком, так сказать. Ёб твою дивизию. Ничего не падает, только ладно. Короче, вот такая вот херня. О! Есть кто в домике? Мышка-нарушка в своей избушке, да? Так, ну что ж, надо будет развернуться, задом сюда заехать. Ну, канализацию они тут закрыли, так что пофиг на нее. Тут кувет идет. Ну, ё-моё. По ребрике уже, видать, кто-то целовал здесь. Опа. Как бы проблема в том, что вот эта сторона как раз правая, где кувет, она затемненная. Вот. Поэтому приходится так уже габариты чисто на мысленно габариты угадывать и левой стороной работать чисто, потому что правая она еле-еле видно там ее. Вот сейчас ее видно, а сейчас когда передом пойду уже по ребрику справа, уже будет сложновато видно. А тут уже надо брать поворот, так сказать.
Вот так вот потихоньку. И надо учитывать, чтобы не упереться вот в тот поребрик слева. Ну, дерево мне оставили, спасибо. Я прям думал, не обняться ли мне с ним. Вот, раньше здесь еще ямка была. Я мог бы выпить море, я мог бы стать вечно молодым, Так, ну что, вроде прохожу. вечно Там вот если в зеркало смотреть, тоже расстояние есть. Давай, заходим. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяный, вечно молодым. Я мог бы стать скалой, но уже Опа. Так, смотрим там, чтобы все нормально было. Вот, раньше вот при такой же теме всей, еще дырка здесь вот была. Это сейчас решетку поставили. Так, хочет стать рекой, все, быть темной, машина прибыла. вечно молодым, вечно пьяный, вечно молодым. Вечно молодым, вечно пьяный, Так, ну что, первым делом надо попасть в магазин. Помимо как на машине сюда попасть, надо еще в сам магазин попасть. Я тот магазин не снял, потому что там человек был. Обязательно сигнализацию надо снять. А то ОМОН приедет, заломает. Скажет, ты че, сука, картошку, ой, извиняюсь, воруешь. Смысл тот же. Опа. Так, ну что, оцениваем обстановку. Этот палет забираю с мешком. Ключик. Ключик пускай будет здесь. Сейчас он пока не нужен. Проверяю данные. Вот здесь смотрю, номер машины указан не мой. Зачеркиваю, ставлю свою машину, потому что документация должна быть на мою машину, а не на какую-либо левую. А вот у них привычка дурная вот у магазинов ставить машины, те, которые когда-то должны были что-то возить здесь. Они не смогли забрать это. Вот, поэтому я это правлю всегда. Так, здесь я расписался, здесь... Это мне, ладно, так уж и быть. Блин, и тут фамилия указана неверно. Да вы что, издеваетесь? Я же говорил, кто я. Блин, подожди, в каком же ролике? X5 транспорт, Грузчикович. Так, ну чё, 2 палета скинул, 2 места. Сейчас вот термобокс, здесь вот холодильники. Делаю так, чтобы можно было его открыть и воспользоваться холодильниками.
Не знаю, посмотрим. 8 палетов войдет, нет? 8 мест. Работаю тактично. Дверь открывается вроде, да? Что это за хрень тут? Как-то так парочку сюда поставим. Чтобы встреч не прилипал, обычно делаю так вот. Маленько в сторону и маленько влево. Прикол, да? Это, блядь, как так грузить можно? Я вообще не понимаю. Смотри, они просто понапихали все. Это капец. Это благо не стекло, да? Я говорю, вот где-нибудь, да какая-нибудь подстава. Так что... Так, ну что, остается 2 палета. Сейчас сразу вторсырье закину. Блин, скользко, зараза. Я сейчас чуть не улетел. У меня кроссовки плохо стали держать. Надо кроссы нормальные. Кстати, обувь здесь стопудово надо всегда нормально. Чтобы как на лыжах не кататься. Что-то я начинаю то скользить, то запинаться. Это уже все. Это называется ночь на тебя действует. Блять. Тогда вот так вот. Палет заклинен сюда, значит сюда беру маленько.
Также он сильно слито сидит с ним. Сейчас надо будет его отклеить немного. Значит, как его отклеить? Немного сюда. Теперь сюда. Все, вроде нормально. Так, ну вот как-то так. Там место оставил, значит, здесь вот палеты поставил, чтобы проходы были везде. К этой двери, допустим, к той двери, чтобы все было место. Сюда сейчас 2 палета еще войдут. И все, my mission completed. Ничто не забыто. Мои нервы дрожат на пределе, губы застыли в привычной защитной улыбке с пеной у рта. Меня опять заставляют поверить, что вся моя жизнь одна большая ошибка. И я погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на самое дно. И я погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на самое дно. Все, что мне нужно, забыть эти злобные лица, пустые глаза, всегда смотрящие мимо. Я обернусь. Ну что? Капец какой-то. Дед Мороз на связи. Дед Мороз от пятерочки на связи. Все, это рейс сюда. Это рад сообщить, что рейс выполнен. Дорога, конечно, напрягла меня. То там не проехать, то там. Помучился я немного. Но главное, задание сделал. Без задержек. Сейчас я посмотрю, сколько время. Ну, камера, как всегда, садится. Я не знаю, как я зимой буду снимать. Она не вывозит холод. При том, что сейчас минуса нету почти. Ну, ладно, -1, -2, и все, она сдуется. То есть те очки вот предыдущие, они намного помощнее были. Повыносливее, так сказать. А эти нет, эти слабые. Все, значит, какие я процедуры провел в конце сейчас. Ну на предыдущем магазине я так делал. То есть, получается, будку закрыл. Потом пошел, документы быстро взял. Перед тем, как поставить на сигнализацию, закрыл сначала одну дверь, вторую приготовил. Ключ воткнул. Потом сигналку быстренько поставил. Вышел, дверь основную закрыл. Ну и все. Вышел. Так что сигнализация лучше никогда не торопиться, потому что можно циферку ошибиться, и потом реально приедет или ГБР, или Росгвардия. Поэтому
Поэтому с этим делом надо быть аккуратнее, не торопиться. Так, ну что, осталось теперь выехать отсюда. Еще одна проблема, блин. Ой, моя веточка. Прощай, веточка. Скоро ты будешь в снегу вся. Это был канал РТС Сибирь. Работа глазами водителя в логистике. Ой, какая ямка. В логистике X5 транспорт. Доставка магазинов «Пятерочка». Ночная доставка, самовыгрузка, 2 магазина. Увидимся в следующих поездках. Оставайтесь на связи. Пока-пока. Это не слезы, это капли дождя на стекле. Сколько можно не спать и плевать против ветра, быть беглецом, бежать от стены к стене, раздвигая пространство метр за метром. Мы ничего не получим за выслугу лет. Будем жадно хватать обрывки ушедших историй. Я сомневался, мне дали надежду в ответ. И небо над головой дали чужое. Тем, кто остался, мои слезы. Я выбрал жизнь, но слишком поздно. Нас раздавило чужое.